Так, друзья, всех приветствую на канале. Сегодня у нас в работе панель приборов Lada Vesta NG и 125 лицензия AMD Flasher. Покажу, как с ней работать. Для этого нам потребуется оригинальный ScanMatic, с китайским не работает. Сама панель подключена по коншине, плюс-минус и коншина. Подаем 12 вольт. Панель, соответственно, у нас не запустится, так как она кановская. Как ее запустить на столе, можете посмотреть в предыдущем видеоролике с помощью iProg. Так, переходим на вкладку Dash, ищем 125 лицензию и выбираем Vesta NG. Подключение у нас несложное по вот этой схеме. Так, на вкладке мы видим чтение ID, чтение ошибок и изменение пробега. Так как мы работаем на столе, включаем галочку «Работать на столе». Панель снятая. Нажимаем чтение ID. Панель на какое-то время запускается. При старте можно увидеть родной пробег, который указан в панели. Как видим, пробег у нас вычислился 11800. Можем его сразу здесь поменять. Можем прочитать ошибки. Давайте прочитаем ошибки. Ошибки будут, потому что панель не подключена к автомобилю. Соответственно, будет большое количество ошибок по отсутствующим блокам. Вот они у нас. Здесь мы можем наблюдать VIN, номер панели, версию программного обеспечения, которая установлена в панели. Это потребуется нам для последующего обновления в других функциях. Давайте поменяем пробег. Здесь напишем 10050. Записать пробег. В момент записи у нас моргают белым сами стрелки. Панель перезапустится и отобразит текущий пробег. Здесь нажимаем ОК. Чтобы его увидеть, нажимаем еще раз чтение ID. И как видели, при включении до сообщений у нас есть сообщение с пробегом. Так, дальше переходим на вкладку «Другие функции». Здесь мы можем прочитать P-Flash, D-Flash, обновить прошивку. Чтобы обновить прошивку, выбираем верно версию и версию программного обеспечения, которую мы можем посмотреть вот здесь при идентификации. Соответственно, у нас версия 1.0.12 и версия самой панели приборов. Вот такая у нас панель. Соответственно, тоже можно это прочитать по идентификации. Вот она, номер панели. Давайте прочитаем. В момент чтения панель переходит в сервисный режим и работает только индикация стрелок. Так, файл у нас вычитался. Сохраняем его на рабочий стол, в только что созданную папку. Сохраняется по дате. Я вам посоветую переименовывать файлы именно тем файлом, который он называется. В данном случае это у нас
dflash, но перед этим можно скопировать номер ревизии. Ну, сейчас сохраняем как есть. И можно потом просто вернуться в строку по идентификации панели. В данном случае вот сюда. Скопировать это дело. Открыть файл. Переименовать его именно по файлу. В данном случае порт номер такой-то, такой-то. Ну, мы сделаем вот так вот и напишем, что это pflash. И версия программного обеспечения 0.12. Сохраняем. Есть. Также читать можем dflash. dflash у нас читается более быстро, так как dflash это у нас является областью EEPROM. Сохраняем ее таким же образом. Я в данном случае выберу вот этот файл и поменяю dflash на, то есть pflash на dflash. И также это все дело сохраняем. Итого мы получили два файла, 64 килобайта и 256. Далее, что мы можем сделать? Обновить прошивку, выбрав вот в этом окошке. Тут есть тонкость, нужно выбрать именно верную файл. То есть в нашем случае 0.12. Пишем прошивку через обновление. Так, продолжаем. Чтение конфигурации и запись конфигурации. Нажимаем чтение. Так, подаем питание на приборную панель. Здесь мы видим то, что включено в панели приборов. В данном случае только автоматическая трансмиссия, остальное я отключал. Сейчас включим все эти галочки. Актуально для включения круиз-контроля. То есть здесь выведены только те галочки, которые требуются постоянно в быстром доступе. Можем их записать. Соответственно, на панели приборов здесь будет сейчас выскакивать ошибка по рулю, по тормозам, по датчику колес, контролю давления в шинах. Через расширенные мы можем более детально сконфигурировать. Нажимаем чтение. Здесь мы уже видим больше параметров. Те параметры, которые известны, они уже переведены. Соответственно, здесь можем просто поменять галочку. Иногда бывает такое, что здесь не всегда прочитывается полностью конфигурация. Висит вот на такой процентовке. Нажимаете просто повторное чтение. Все, вот видим 100%. И здесь мы можем уже включить и часы, что не может сделать ScanMatic. То есть здесь мы можем эту конфигурацию поменять, выключить, включить. Другие конфигурации здесь тоже есть, но до сих пор не расшифрованы. На этот момент нужно либо самостоятельно пробовать, либо знать по конфигурации, по конкретному адресу, что вам требуется сделать. Здесь у нас есть чтение, запись WIN. Ну, давайте конфигурацию сразу какую-нибудь поменяем. Ну, допустим, отключим часы, но часы смысла нет отключать, пусть будет.
Вот DRL, допустим, здесь у нас они включены в комплектации. Мы сейчас отключим, переводим на 0, нажимаем запись. Все, готово. Чтобы это увидеть, включилось или не включилось, либо нажимаем чтение, конфигурация, либо через идентификатор. И видим, вот у нас TPMS засветился, и по нему высветились всякие ошибки. Редактор дампа EEPROM актуален, если у вас читан файл для ABS для корректировки пробега. Для данной ситуации, думаю, не актуален, так как ABS снимать смысла нету, можно просто воспользоваться соответствующей лицензией по блоку ABS. В принципе, на этом все. Всем удачи в работе, всем пока.